Ну, всем привет еще раз, дорогие мои. И опять я на стенде костра, на выставке 2016 года, салон каминов. И здесь много разных банных и саунных печей. Ну и о новинках костра 2016 года расскажет Евгений Евгеньевич. Еще раз привет. Ну давайте по порядку. То есть, если говорить об обновлениях, мы немножечко обновили нашу классику, то есть добавили здесь ребра жесткости на конвектор для того, чтобы исключить дребезжание при транспортировке и при эксплуатации. Кроме того, модернизировали топку всех наших печей, включая классику. Основная модернизация коснулась усиления жесткости за счет дополнительных ребер жесткости, которые привариваются непосредственно к топке, вот там они немножечко видны. Да. За счет того, что они идут вертикально по всей площади, они обеспечивают гарантированно жесткость, никаких деформаций не возникает в принципе. Больше изменений особых по классике нет. С прошлого года мы активно продаем печи с закрытой каменкой. Честно признаюсь, печки оказались значительно более продаваемыми, чем я ожидал. Это меня очень радует, конечно. Отличие от аналогов, мы решили не ставить здесь крышку, но на всякий случай, чтобы люди не обжигались, весим вот такую информационную табличку. Логично. Следующий момент отличия заключается в том, что помимо закрытой каменки у нас сохранена очень эффективная парообразующая поверхность. Она выполнена в виде чаши, изготовлена из нержавейки с содержанием хрома 17,1% титана. Раскаляется через 15 минут и светится как лампочка Ильича. Пар, получаемый отсюда, ни в коей мере не образуется с поверхности стали. Почему? Объясню. То есть камни, которые лежат непосредственно здесь, своей нижней частью, контактирующей с пластиной, накаляются немного хуже, чем, допустим, сама пластина. Вода, скатываясь и расщепляясь на этой пластине, начинает хаотично двигаться между пластиной и камнем, и по сути большую часть испаряет она в воздухе. Пар, получаемый с этой пластины, очень высокого качества, невидимый, ну, могу честно сказать, настолько хороший, что, на мой взгляд, наверное, даже получше, чем отсюда. Хотя здесь, благодаря очень эффективной организации вот этой топки, в которой, если посмотреть, расстояние между стенками каменки и стенками топки порядка 50 миллиметров, то есть пламя делает полный цикл, обхватывает всю каменку и, соответственно, выходит в дымоход, отработав почти полностью. А топка из чего сделана? Несущие элементы сделаны у нас из котловой стали 09 ГДВС. Все, что может гипотетически прогореть, сделано из нержавейки 17 с содержанием хрома 17 и титана. Соответственно, она не деформируется и не прогорит. Но это наша фишка во всех печах, собственно, это наша... А толщина какая? 4 миллиметра, этого достаточно. Котловой стали. Котловой стали, Ага. да. Ну, это по сути классика с установленным регистром. Отличие заключается в том, что мы решили ставить регистр в то место, которое наименее подвержено деформации. Проблема у большинства печей с регистром в том, что из-за разницы температур в регистре и на стенке возникает деформация стенки несущей. И, как правило, возникает значительное сокращение поверхности, отдающих тепло на регистре. Соответственно, эффективность регистра несколько хуже. А на какой объем парилки рассчитаны печи, если брать с маленькой до... У нас есть классика 14, 18, 21, 28 с разными модификациями, там, с коротким каналом, с длинным, там, прочее. На сегодняшний день паруса у нас только 24, но благодаря тому, что во всех печах реализован принцип, вернее не принцип, а режим длительного горения, эту печку можно смело ставить даже в 10 кубов. Я объясню, в чем фишка. То есть у всех печей такого класса есть большая, на мой взгляд, проблема по создаваемому микроклимату. Воздух нагревается очень быстро, камни за такой короткий срок обычно не успевают нагреваться, и потребитель вынужден либо продолжать топить, а в дальнейшем проветривать помещение перед тем, как идти в парилку, либо пользоваться температурой камней недостаточно высокой. Как происходит? То есть человек открывает зольник, затапливает печь. Естественным образом кислород поступает на холостник, активизируется горение, пламя проходит по всем стенкам топки в коллектор, из коллектора в дымоход. Конвекционно образующие поверхности очень быстро нагревают воздух, как я уже сказал, камни не успевают за это время нагреться нормально. Что делаем мы? После того, как мы достигли заданную температуру, мы закрываем зольник не прикрываем, а полностью закрываем зольник. И печка начинает качать воздух с верхней части топливного канала, вот из этих воздухоподающих щелей. Воздух поступает в верхнюю часть непосредственно топки. Таким образом, эффективность горения
коллекторе сохраняется, но при этом конвекционно-образующие. А там у задней стенки стоит из нержавейки что-то? Это что такое? Это стоит защита задней стенки. Один из элементов, несущих наибольшую термическую нагрузку, это задняя стенка. Потому что потоки пламени затягиваются назад, потом вперед и идут в коллектор. Мы ее защитили нержавейкой, опять же, с 17% хрома. Кроме того, это вот является каналом подачи воздуха, опять же, в верхнюю часть. То есть в случае, когда необходимо дожигать входящие газы, воздух закачивается из колосниковой зоны. Вот таким образом. То есть вот эта вот фишка, которая, по сути дела, ничего сложного из себя не представляет, но мы получили на нее патент, это действительно решает во многом проблему вот этой вот дилеммы, либо пересушивать воздух, либо пользоваться недостаточно горячими камнями. Так, а дверца вправо левую сторону. Это вот здесь он стоит вот вправо, вот он стоит влево, по сути дела, все это перевешивается элементарным образом. Снимаются болты, перевешиваются, вставляются. Понятно. Элементарно. А это что за печка такая? Ну, это наша сетка, 28-я Relax, вот конкретно эта модель. Здесь всем хорошо известно, что сетки достаточно популярны у наших людей, но мы сделали несколько элементов, которые, на наш взгляд, выводят немножко на другой уровень. Проблема всех сеток заключается в том, что камни, большая масса камней, которая непосредственно прислонена к топке, перекрывает конвекционное сечение. За счет этого, во-первых, значительно увеличивается время получения готовности бани, во-вторых, мы не даем возможности полноценно охлаждаться топке. В итоге, и плюс ко всему, время готовности бани увеличивается в 3, а то и более раза, и, соответственно, ресурс печи, который исчисляется часами, а не годами, как думают наши люди, сокращается соответственно. Мы для того, чтобы обеспечить конвекционную мощность, сохранили вот такой вот перфорированный штампованный экран. Он имеет несколько функций. Во-первых, он очень жесткий, не дает камням прислоняться к топке. Во-вторых, он направляет конвекцию, часть конвекции в камни, которые вот здесь вот находятся. Ну и кроме того, те сечения, которые благодаря ему сохранены, охлаждают топку. Если приглядеться, на этой топке также видны наши вот эти ребра жесткости, которые появились в этом году. То есть вот эта конструкция, ну, я честно скажу, ну, можно сказать, в разы, может, ну, не на порядок, но в разы точно имеет больший ресурс благодаря вот этим вот решениям. А это экран уже идет с печкой или это отдельный? Нет, это идет отдельный экран. Более того, этот экран идет универсальный. Для кого-то он идет вот в виде панорамной печи. Ну, то есть несущие элементы стойки, они идут универсальные, а вот эта вставка, она идет уже соответственно. А они перфорированные, они типа горячий воздух? Я объясню, то есть, если посмотреть сзади, то у нас такая же перфорация идет в нижней части, центральной. Вставка. Ага, вижу. Соответственно, воздух закачивается здесь, проходит через конвектор и выходит сюда уже более-менее нагретым. Я признаюсь, это не является каким-то серьезным нагревательным элементом, но часть тепла все-таки поступает. Вот конкретно... Ну, маленький какое-то помывочное помещение, там 6 кубов, нет, оно обычно, может до нет, обычно такие вот штуки не ставят. Подойдем и подойдем попрощаться. Хорошо. Ага. Обычно их не ставят в помывочную, это обычно ставят в комнату отдыха, это на самом деле очень красиво смотрится и очень полезно. Так. Ну, следующее обновление у нас это несколько мы видами изменили релакс. Топка у него, естественно, получила те же модернизации, что и все остальные. Кроме того, мы изменили конструкцию конвектора, сделав его трехчастным. Раньше он был цельный. Сделано это для того, чтобы обеспечить большую жесткость самого конвектора. То есть вот эта вот нержавеющая вставка, это, во-первых, ну, несколько дороже делает внешний вид, а во-вторых, ребра жесткости обеспечивают жесткость, которой раньше не было. Также надо обратить внимание, что здесь часть конвекции направлена в камни, часть конвекции, мы это называем эффект конвекционного термоса, то есть воздух проходит между конвектором и стенками каменки и поддерживает температуру уже нагретых камней. После этого он выходит в верхнюю часть и подсушивает верхние камни, которые, как правило, наиболее влажные. Следующее, ну здесь мы, ну, собственно говоря, тот же самый релакс, ну, с немножко другой рамкой, но суть не меняет, по сути то же самое. Красивый. Следующий момент, это наша газовая печь. Мы изначально делали конструкцию печи для газовой горелки, не наоборот. Чаще всего берут горелку и вставляют ее в действующую печь. Это не очень правильно, потому что высота горения факела, газа и дров — это разные вещи. Высота горения дров высокая, газ горит достаточно низко. На низком, да. Соответственно, вот если мы вот здесь посмотрим, в нашем случае, кстати говоря, еще один момент. Это, по моим сведениям, единственная печь с газовой горелкой и встроенной каменкой.
закрытая каменка находится внутри, и вот благодаря конструкции паруса, собственно, она и была взята за базу, просто каменку немножко опустили вниз. Здесь каменка заканчивается практически на уровне горелки. Таким образом, потоки газа, они полностью обхватывают и конвекционно-образующие, и закрытую каменку. Кроме того, в отличие от большинства существующих горелок, здесь идут не щелевые отверстия горелки, а радиальные. Есть разные там мнения, но мы пришли к выводу, что радиальная система значительно более эффективна в применении конкретно к печам. Это здесь в наших буклетах опять же все это отображено. Если у кого-то будет интерес, можно почитать на сайте. Сайт костер.про. Костер.про, конечно. Кроме того, в этом году мы запустили линейку электрических каменок. На сегодняшний день изучаем спрос, но судя по первому дню выставки, спрос очень высокий, как ни странно, больше, чем мы ожидали. Печка получилась далеко не самая дешевая, существенно дешевле финнов, но несколько дороже российских производителей. Дай поближе посмотрим. Конечно. В чем ее принципиальное отличие от существующих аналогов? По сути, придумать в электрокаменке что-то новое достаточно сложно. Мы делали ставку на качество и надежность. В чем качественность, большая качественность этих печей перед аналогами? Все элементы сделаны либо из нержавейки, либо из оцинкованной стали. Даже элементы окрашены, на самом деле они из оцинковки. То есть вероятность появления коррозии минимизирована. Вторая часть. Все элементы конструкции без единой сварки устанавливаются на несущие опоры. Несущие опоры сделаны из 2-миллиметровой стали. Они очень жесткие и очень надежные. Нагрузка камней распределяется, опять же, специальными разгрузочными вот такими пластинами. Они сделаны из 1,5 мм стали, и за счет нескольких, вот в данном случае одна, в более высоких печах их две, мы распределяем нагрузку не на дно каменки, а на несколько этажей. Ну, могу сказать, что вот в такой маленькой каменке входит 80 килограмм камней, вот в более большой 110-120 в зависимости от фракции. Большое количество качественно нагретого камня позволяет почти на 100% гарантировать отсутствие протекания воды до контактов тенов. Кроме того, тены у нас установлены отечественные. Многие знают, что отечественные тены, как ни странно, значительно более живучие, чем финские. Но мы решили все-таки остановиться на нашем российском производителе. Это несколько дешевле и, как нас уверяют, имеет больше ресурс. Но посмотрим. В любом случае, это сертифицированный продукт. То есть здесь однозначно уровень есть, который уже позволяет получать сертификат. А к какой сети они должны подсоединены быть? То есть, для обычных дачников это пойдет? Для дачников это не подойдет. Эти печки делаются изначально. Нет, конечно, подойдут, если дача расположена в каком-то новом месте, и у них есть стабильное запитывание электричеством. Вообще вот такие печи, вот, которые мы делали и которые у нас на сегодняшний день есть уже подтвержденный спрос, это печи для саун, которые устанавливают в новых обычных квартирах, которые только недавно построены. То есть это городская домашняя версия саун, то есть это не для дачи. Для дачи все-таки чаще предпринимается либо газовая, либо дровянка. Это для квартиры. То есть вот на сегодняшний день, могу сказать однозначно, что у меня в сауне стоит вот такая печка, я очень доволен. Лично испытывал ее несколько месяцев, и могу подтвердить, что она действительно обеспечит очень комфортный микроклимат. А вот вопрос в тенах. У дистрибьюторов запчасти-то есть, если... Никаких проблем, то есть тены делаются... Перегорят, к примеру. Конечно, у наших дистрибьюторов есть ZIP, который позволяет в любой момент докупить тен. Кстати, тен — это расходный материал, он меняется у всех каменок. В нашем случае он меняется элементарно просто. То есть, если вот здесь посмотреть, снятая крышка, вот тяжелая, конечно. Вот здесь стоят тены. Ой, все элементарно. Очень просто. На крышке, которая крепится, защищает низ, стоит клемная коробка закрытого типа. Соответственно, снимается крышка, откручивается. То есть это делается в течение максимум 10 минут непосредственно замена тена, а большая часть времени уходит на выгрузку камней, потому что их много. Вопрос про оцинковку. Это безопасно? А то кто-то говорит, практически у всех финнов, если посмотреть, внутренние корзины сделаны из оцинковки. Здесь оцинковка непосредственно напрямую не контактирует ни с пламенем, ни со скаленными элементами. То есть здесь окислы цинка, как некоторые считают, что появляются при нагреве, если и появляются, то при непосредственном контакте с пламенем. Здесь этого контакта нет. Печи могут комплектоваться 3 видами пультов управления, от самых простых до самых дорогих. Вот здесь мы видим один из дорогих вариантов. Но это уже полный аналог. Сейчас, секундочку. Это уже полный аналог EOS, то есть, только российского производства, наш партнер. Вот Александр, вы уже с ним знакомы. Александр, если можно. Маши рукой. Да, расскажи, поговорим.
Спасибо. Ульт представляет все тоже сенсорную панель управления, которая вешается в непосредственной близости от сауны. Также блок коммутации. В этом блоке коммутации используется тиристорная схема управления, то есть нет коммутационных элементов, таких как реле, соответственно, ресурс очень высокий. Что это позволяет? Позволяет регулировать температуру, влажность при наличии парообразующего устройства, парогенератора либо парообразователя, также время включения и отключения. Соответственно, есть дополнительные устройства. Можно, допустим, выбирать предустановленные параметры, такие как русская баня, хамам, финская сауна или пользовательский режим. Там. Вау. Это все вот эти вот на этих печах можно сделать. Да, совершенно верно. То есть и хамам, и русскую баню. Ну, хамам это нужно парогенератор, соответственно, иметь, потому что с них много пара не получишь все равно, недостаточное количество для хамама. Так, что тут еще есть? Это, соответственно, календарь, регулировка звука, возможность подключения GSM-модуля. Это скажем так, отложенный запуск. Можно выбрать день недели, можно выбрать время включения, и также можно выбрать периодичность включения. Допустим, если вы привыкли принимать там банные процедуры в субботу в 6 вечера, вы выставили и не греете голову, он каждую субботу будет запускаться. Также можно подключить до 2 дополнительных устройств, таких как освещение и, допустим, вентиляция парилки. Тоже можно управлять этими функциями сауны. Есть блокировка экрана, чтобы дети, допустим, не лазили. Так, что тут еще у нас есть? Да. Ну все, по большому счету. Все. Такой набор функций. Спасибо за информацию. Выглядит таким образом. А разрешай, я туда пройду, поснимаю сзади. Ну вот я теперь остался один, и теперь я еще хочу посмотреть вот эту вот газовую печь, ее закрытую каменку. Ну вот, да, закрытая каменка, газовые печи. Ну, что? Круто. Почетно. Ну тут народу куча, прорва. Вот это передние панели, то есть то, что это видит человек, ну, красиво все. Нержавейка блестит. Благодать. В общем, это с вами был Анатолий, человек из магазина Жар Парком. Вы посмотрели видео печки. Мне нравится. То есть мне особенно нравятся те печи у костра, которые имеют и закрытую каменку, и парообразующую панель. Ну, хочешь так, хочешь сяк. Вот. В общем, подписывайтесь на канал, смотрите. А это выставка печная, салон каминов. Всем пока!